Всем привет! С вами Паша. В этом видео я хотел бы показать, как нам приходится выживать в экстремальных условиях в Луганске. А также покажем, какая часть города более разрушена, что на самом деле происходит в городе. Начнем с моего квартала. Таким красивым он был раньше, еще до войны. Снаряд попал в дом, который я каждый день вижу из окна. Это квартал Степной, 6. Взорвали супермаркет ТБ, там где были самые дешевые продукты. Также снаряд попал в дом. Пострадали банки. Пожилые даже не могут получить своих пенсий. Также кафе, рынки, все уничтожено, и люди лишились работы. Ну а теперь отправимся в центр. Вы же хотите увидеть, что с ним случилось? Дорога была очень непростая. Было очень много военных. Они могли заметить и отобрать камеру. Это в лучшем случае, если бы не посчитали нас за каких-то шпионов. На рынке находилось немыслимое количество военных. Что-то они, возможно, тут охраняли. Хотя здесь вроде все выгорело. Рабочие неохотно выгребают мусор, за который они получат сухой паёк. Жилые люди, которые, возможно, лишились домов, пенсий и родных, пытаются на рынке что-то отыскать. Снаряды попадали всюду. Это было похоже что-то на бешеный град с осколками, в результате которых пострадали рынок, жилой дом, проектный институт, библиотека имени Горького и так далее. Очень много школ сильно повреждено, и делать их не скоро будут. Школьникам просто ничего не остается делать, и поэтому они лазят под танком, снаряды где-то тягают и так далее. Веселятся как только могут. Ну а вот саперам не очень-то и весело. Снаряды падают чуть ли не каждую минуту. Весь город ними просто засыпан. День и ночь бедняги трудятся. За город и вовсе боятся выезжать. Во-первых, много растяжек, а во-вторых, как говорят, очень много снайперов. Но мы были за городом. Там реально много снарядов. Как колорадских жуков у меня на даче. Вот скосило дерево осколком. Смотрите, как снаряд вошел. Здесь сначала видно, Да. подгибалось. Видно, что вот здесь как-то он еще прорезал. По сравнению с ладошкой, она гигантская. И она шлепнулась. Осколок очень хорошо, глубоко так зашел в него. Его сверху еще привалило деревцом маленьким таким. Да. Вон сыпется мусор. На таком расстоянии. Вон, видите, вон она. Что, НПЗ? А сверху у нас вот такая вот нора. Нора. Посвечу, посмотрите, какую она норку выбила. Вот это, что нам удалось туда извлечь. О. В земле остались тормозное кольцо и крыльчатки. А видно сам снаряд? Там. Дальше надо. Вот и в центр попал снаряд. Но только этот уже взорвался. Поедем к восточной стороне. Там были жестокие бои. Было раньше много блокпостов. Сейчас все делись куда-то. От нашей заправки почти ничего не осталось. Может быть, там заправляли танки? А это школа, в которой когда-то учился Саша. Сейчас там больше никто не учится. Туда даже заходить страшно, я уже не говорю о том, чтобы учиться. Недалеко от остановки стояла наша маршрутка. После этих случаев большинство водителей просто боятся ездить по городу. Чтобы все увидели, что с никак, что тут. Там кто-то есть, поехали отсюда. Вот, что случилось с магазином. Их либо сжигают, либо бомбят. А если что-то уцелевает, все выносят оттуда. И это коснулось не только маленьких магазинов. Пострадал крупный гипермаркет «Эпицентр» общей площадью 25 тысяч метров. Также это единственное место, где ловила сотовая связь во время бомбежек. Военные берегли свои окопы прямо перед окнами у жителей. Совсем недавно подвезли новых танков, и они теперь по городу ездят, как будто по расписанию просто.
Конечно, все говорят о перемирии, о заключении мира. Больше войны не будет, но я вижу совершенно другое. Взрывом его перекинуло. Но от взрывов страдала не только военная техника. Машины, столбы даже каким-то чудом сносило. Непонятно, зачем взорвали половину железной дороги. Это, кстати, специально, чтобы не ездили, походу, делали. Разбомбили нашу любимую 110-ку. Не слышно было, чтобы кто-то останавливался. Снаряды регулярно летают. Их было настолько много, что в день города их даже приволокли на выставку. Снаряды были просто разные. Вывозить просто не успевают. Их очень много. Зато их успевают регулярно подвозить, чтобы они снова бомбили Луганск. Теперь отправимся в Красный Яр. Осколочками так порезала. И подходим буквально к следующей опоре, и мы видим то же самое. Так вот тут покромсала, порезала, пошматовала провод. Можете поближе полюбоваться. Железный трос, и сверху везде алюминиевый. Покажи, вот так его железный, разложила. железный. Вот железо, оно такое слегка поржавело. И вот именно из-за этих событий у меня дома не было света почти 4 месяца. Конечно, электрики что-то пытаются сделать, но большинство провода просто валяется на земле. Напруги нет. Ой, жесть. Можно отдыхать на проводе с высоковольтки. Порой воды в многоэтажке не было 3 недели, поскольку света не было, приходилось ездить в центр, заряжать телефон от работающего генератора. Во время сильных бомбежек жители прятались в подъездах подальше от окон и писали утешающие надписи. Когда не было света, жители выходили на улицу и общались, поскольку компьютеры и телевизоры не работали, и готовили еду прямо возле подъездов. Это еще далеко не все. Очень много снарядов просто позастревали в домах и до сих пор не взорвались. Как вы видите, в Луганске сейчас не сладко, но мы стараемся для вас обезвредить по возможности все снаряды. Кто их взорвет, как не мы? Об этом и будет следующее видео. И только хайскрин, который мне подарили, вылавливал мобильные сети. Хотел бы рассказать за этот чудо-мегаядерный телефончик, который в первую очередь порадовал своим прочным экраном. Не раз ему приходило бывать в кармане с ключами и целоваться с кафелем, ну как ни странно, он не царапанный, и просто как новенький, одним словом. Емкостность мультитач. Процессор 4-ядерный в нем идет, 1,3 МГц. 2 симки, ядерная антенна, чтобы вылавливать бесплатный Wi-Fi, турбо-батарейка на 1600 мА. Отлично сидит в руке за счет наработок Apple, HTC,
Nokia, LG и так далее.